А давайте сегодня прогуляемся по Zara Home. В Zara Home в новогодней коллекции представлено большое разнообразие елочных игрушек, которые я вам хочу показать, и особое внимание хочу уделить игрушкам, которые можно легко повторить дома своими руками. И, кстати, как маленький спойлер, некоторые из этих игрушек я как раз таки хочу повторить в одном из следующих видео. Так что подписывайтесь, чтобы посмотреть, что же у меня получится. А сейчас давайте вдохновляться. Начну я, пожалуй, сразу со стола у входа. Мне очень нравится, что Zara не развешивает игрушки на стенд, а складывает в корзины. Сразу возникает желание там покопаться и найти какое-то сокровище. И первым меня встречает вот такой домик-свеча. Выполнен он хорошо, крыша с блестками, но, если честно, я не фанат подобных свечей. Вот жечь ее у меня рука не поднимется, а хранить ее как декор, ну не знаю, я больше предпочту настоящий керамический домик. Далее такая игрушка, это яблочко, очень легкое, основа, видимо, из пенопласта и обсыпана чем-то блестящим. И в пару ей идет груша. Кстати, похожие игрушки можно легко сделать дома, взять пенопласт, вырезать подходящую основу и обсыпать блестками или бисером. Эта игрушка уже стеклянная, и мне очень нравятся игрушки, подобные этой. Они такие немножко битые, но хорошо сочетаются с этой крышечкой. И ему еще подобный шар. Снова свечи, на этот раз такие елочки. Они есть разных размеров, но мне кажется, золото здесь немного лишнее, но это чисто мое субъективное мнение. Такие шары в клеточку. Неплохой стеклянный леденец, но, к сожалению, он есть только в одном цвете. Это уже адвент-свечи, которые нужно зажигать ежедневно до Рождества. Простые стеклянные шары есть как в красном, так и в зеленом цветах. Ой, эта игрушка мне очень понравилась своей формой. Такая симпатичная стеклянная машинка. Набор свечей-грибочков. Не особо аккуратно выполненный, судя по фитилям, но как задумка довольно интересная. Очень красивый шар из толстого стекла с бархатной ленточкой, выглядит довольно винтажным. Еще есть такие бархатные шары в двух расцветках, но выполнены не так себе. Очень яркие игрушки, разноцветные, они, конечно, выбиваются из общей красно-зеленой палитры. Двигаемся дальше, здесь уже декор другой, тут преобладает золото и белый цвет. Этот шар стеклянный, осыпан как будто мелкими осколками чего-то зеркального, но мне очень нравится это сочетание цветов, особенно эта бархатная синяя ленточка. Шар похожий на красный, который я показывала в начале видео. Вот такой диско-шар. Если честно, я часто замечаю много дефектных товаров Zara, и вот просто посмотрите на этот шар, как он некачественно выполнен. В целом выглядит дешево, вот я бы такой не купила. А этот шар мне наоборот понравился, у него рельеф такой, как будто пузырьки. И еще один как бы битый шар. А это металлическая гирлянда с красными бусинами ягодами. Цена у нее 900 песо, но она абсолютно не выглядит на эту цену. И, если честно, выполнена не особо качественно, потому что я даже успела поцарапаться. Много подсвечников, и что мне нравится, это то, что у них есть такая острая часть, чтобы закрепить свечу. Ну а сами подсвечники по мне обычные. Да, они выглядят неплохо, но не вау. Подобные, мне кажется, есть и в других магазинах, и даже дешевле. А вот есть еще в золоте. А это бело-золотой вариант домика свечи, который я показывала в самом начале. Еще один набор свечей, но уже в виде серебристых елочек. Также представлен декор из перьев. Это, я так полагаю, игрушка в виде шишки с блестками. А еще представлен венок из перьев. Как по мне, этот декор довольно на любителя, а как вам, напишите в комментариях. Плавно движемся к хендмейду. В Заре я увидела такой адвент-календарь. Ячейки, правда, очень маленькие, максимум для конфеток или записочек. Очень мягкий, и вот, кстати, он выполнен довольно качественно. Мне кажется, такой календарь при желании можно легко сшить самому. Уже актуальный и не первый сезон бумажной игрушки тут тоже представлены, и в данном случае это набор. И, кстати, я тоже делала бумажные игрушки, и ссылку на это видео прикреплю. А это пространство мое любимое, потому что здесь представлены предметы декора, которые можно легко повторить дома. А это я увидела очень милые карточки для подарков с таким вышитым зайчиком. Смотрится это очень мило.
А это ящики для новогодних писем, сделанные в виде пряничных домиков. И вот так они смотрятся с другой стороны. Много игрушек представлено из папье-маше, как, например, вот такое сердечко, милейший коник, домик, конек и звезда. А еще много тканевых игрушек. Есть подушки в виде леденца и тканевые игрушки в виде леденца, которые очень легко можно сшить самостоятельно. А еще есть двери для эльфов с почтовым ящиком и колокольчиком. Такие фетровые шары еще есть. Они идут набором из 3 штук. Красный, белый в полоску и белый в горошек. Еще игрушки из папье-маше, все в блестках, с намеком на ретро. Очень большой шар, но мне очень нравится его цветовая гамма. И, кстати, хочу попробовать сделать одну из игрушек из папье-маше. Ни разу не делала, не знаю, что у меня получится. А еще есть вот такой воздушный шар, тоже из папье-маше. Также представлены одиночные бумажные игрушки, как, например, вот такая и такой милый снеговик. И в завершении хочу показать новогоднюю коллекцию ароматов для дома. И первый аромат это чимни, кажется в переводе это дымоход. Сначала я не поняла, чем он пахнет, и только зайдя на сайт, оказалось, что он пахнет мхом, деревом и мускусом. Второй аромат это имбирный пряник. Тут все понятно, очень праздничный, но очень сладкий и насыщенный аромат. И третий аромат это соленая карамель. Пахнет, соответственно, карамелью, немного ванилью, но для меня это довольно сладкий аромат. Ну вот и все, такая получилась у меня прогулка по Zara Home. Я надеюсь, вы хоть немного вдохновились или зарядились новогодним настроением. Если да, ставьте этому видео лайк, пишите в комментариях, что именно вам понравилось, а что наоборот нет. Подписывайтесь на канал, а мы скоро увидимся. Пока!